Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу предложить вам рецепт очень легкого и быстрого пирога. Он готовится очень легко и просто. Будем готовить его с курагой и орешками. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Вам он очень понравится. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Сразу смешиваем муку и разрыхлитель. Муки у меня 300 грамм, пшеничная, высшего сорта, заранее просеянная. Сюда же добавляю 7 грамм разрыхлителя и все хорошо перемешиваем. Все готово. Это тесто готовится очень быстро. 100 грамм размягченного масла сливочного, 82% жирности. Отправляем в миску. Немножко венчиком вот так перетираем. Сюда же добавляю 1 ложку столовую сметаны. У меня 20% жирности. Сюда же добавляем 70 грамм сахара, либо 3 столовые ложки это получается, а также 3 грамма ванильного сахара, щепотку соли для баланса вкуса и 1 яйцо. И желток и белок вместе. Все хорошо смешиваем. Такой пирог готовится очень быстро. Это самый ходовой пирог. С любой начинкой можете готовить, сладкой я имею в виду. Если вы хотите не сладкий пирог, допустим, с капустой сделать, или с любым другим наполнением, с куриным фаршем, с мясным, то сахар не добавляете. И сейчас сюда же отправляем мучную смесь с разрыхлителем. Венчик уже не понадобится. И сейчас руками собираем в комочек теста. Сильно много месить не нужно, достаточно просто собрать в комок. Посмотрите, какое тесто должно получиться. Очень нежное. Его собираем сейчас вот так в шар, в целлофановый пакет и в холодильник на 20 минут, либо на 10 минут в морозильную камеру. Приготовим начинку. 300 грамм кураги заливаем кипятком. Вот так, чтобы покрыло курагу. И сейчас накроем крышкой и дадим ему постоять вот так минут 40-50. Воду слила, курага мягкая. И сейчас ее пропустим через мясорубку. Все готово. У меня курага немножко с кислинкой, поэтому я 2 столовые ложки добавляю сахара. Все хорошо перемешиваем. В такой пирог вы можете положить любую, какая вам нравится начинка. Я, например, чередую. Курага, чернослив, можно яблочки. Любой джем. Очень люблю с черничным, черносмородиновым. Вот начинка готова. Очень яркая, очень красивая и насыщенная. Кстати, как я готовлю пироги с кураговой начинкой, у меня татарский пирог есть на канале. Я обязательно ссылочки оставлю в инфобоксе под видео в описании. Посмотрите. Я думаю, вам понравится. Если вы не хотите добавлять в курагу сахарный песок, вы можете добавить изюм. Тоже очень хорошо сочетается. Можно в курагу добавить немного корицы. Тоже очень вкусно. Вот так у нас начинка готова. Сразу пергаментную бумагу примеряю, какой будет у меня пирог. Потому что пирог я буду готовить на пергаментной бумаге, подготавливать. Выкладываем бумагу и начинаем формировать пирог. Я постелила на специальную доску, мне так удобнее. И сейчас достаем тесто из холодильника. Духовку на этом этапе мы уже включили на 180 градусов. Тесто наше стабилизировалось хорошо. Немножко подпыляем мукой и раскатываем. Не сильно тонко. Такой же пирог можно готовить из дрожжевого теста. Тоже получается очень вкусный и очень красивый. Но этот пирог быстрый, готовится легко. Если гости пришли, гости на пороге, пока вы ставите чай, и уже можно пирог сварганить. Надо постараться, чтобы был ровный круг. Чтобы у меня лишнего теста не оставалось, я поджимаю шпателем, вот так, выравниваю поверхность. Не бойтесь, это тесто как пластилин. Оно очень податливое. И сейчас немножко еще его раскатаем. Вот так пальцем прижимаем, вот обратите внимание. И у вас поверхность будет ровная. Шпателем и пальчиком вот так. Если где-то край толстый слишком,
то тогда скатываем к серединке. Ну вот у нас практически ровный круг, ровные края. И сейчас нам нужно поделить на сегменты. Сначала делаем пометочки. Прорезаем где-то на сантиметров 5. Лучше это делать спицерезкой, как я. И теперь делаем вот такие кармашки и прижимаем к серединке. Желательно, чтобы в комнате не было сквозняков, потому что тесто очень быстро заветривается. Вот такая красота у нас тут уже вырисовываются, вот такие кармашки. И заключительный. Вот такая красота. И сейчас пальчиком вот так распрямляем, чтобы пирог немножко улегся. Все. В желток добавляем 1 чайную ложку молока. Смешиваем. Хорошо надо смешать. И сейчас будем смазывать края пирога. Серединки не нужно смазывать. Смазываем вот этот кармашек и сверху, и с внутренней стороны. Можно, конечно, не смазывать, просто с яйцом это будет гораздо ярче. Итак, мы яйцом смазали. И сейчас для полного формирования переносим пирог с пергаментом на противень. Половинки грецкого ореха закладываем в кармашек и слегка придавливаем. Из такого теста очень хорошо готовить пахлаву с орехами, с миндалем. Я оставлю ссылочки под видео в описании в инфобоксе. Вы можете вместо орехов сюда заложить изюм, любые сухофрукты. Только их сначала нужно будет немножко смочить в горячей воде, чтобы они были мягкие. При запекании они запекутся и будет прекрасно. Так, немножко притопили грецкий орех. И сейчас начинку в середину. Выкладываем начинку и аккуратно ее распределяем. Вот так сюда, чтобы она поместилась между кармашками. Будет очень красиво. Выкладываем аккуратно, чтобы не повредить кармашек. Вот так плотненько закладываем, и чтобы острие кармашка смотрелось как цветок. Очень благодарю вас, мои дорогие, за комментарии, за ваше активное участие в судьбе канала. Я вам безмерно благодарна. Посмотрите, какой он у нас красивый получился. И сейчас отправляем в духовку. Выпекать будем при 180 градусах. Включаем вверх-вниз 30 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Наш пирог готов. Посмотрите, какой красивый. Он выпекался ровно 30 минут. Очень яркий. Дадим ему немного остыть и будем выкладывать на блюдо и пробовать. Так, чтобы наш пирог смотрелся по-праздничному, мы можем орешки смазать любым джемом. Я смазываю манго. И вкусно, и ароматно, и очень красиво. Пирог получился очень красивый. Корж песочный, очень нежный и рассыпчатый. Начинка в меру сладкая, с нежной кислинкой. И в сочетании с орешками это просто изумительно. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, дорогие друзья, если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Для нас самая большая поддержка – это комментарии ваши, лайки и подписка. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться, нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока, друзья!